Здравствуйте, подписчики и гости канала. Я рада вас приветствовать на канале Свитерок. В сегодняшнем видео я хочу показать вам красивый ажурный узор. Это ажурные ромбы. Узор подойдет для разного рода вязаных изделий. Так он выглядит с лицевой стороны. Он очень легкий, несложный, просто вяжется. С ним справится даже начинающий. Его изнаночная сторона. Свои впечатления об узоре оставляйте в комментариях под видео. Раппорт узора составляет 10 петель, плюс 1 петля добавляется для симметрии. В высоту узор вяжется 16 рядов и также повторяется с 1 по 16 ряд. Образец связан из ниточки картопу. Здесь 50 грамм, 130 метров. Спицы я использовала 4 миллиметра. Для образца наберем 2 раппорта, плюс 1 петля для симметрии и 2 кромочные. Итого у нас получается 23 петли. Я буду вязать из ниточки Alize Bella. Это стопроцентный хлопок. В 100 граммах 360 метров. Нулевой ряд я буду провязывать изнаночными петлями. Считать мы его в дальнейшем не будем, а с лицевой стороны начнем уже вязать по схеме. В схеме указаны лицевые и изнаночные ряды. Узор можно вязать как поворотными рядами, так и круговыми. Так, первый ряд узора. Кромочную мы снимаем. Далее у нас идет 3 лицевые. Две петли вместе провязываем лицевой с наклоном вправо, переворачиваем петли на спице, накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 5 лицевых, две вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. В конце ряда 3 лицевые и кромочная. Второй изнаночный ряд, все петли и накиды провязываем изнаночными. Третий ряд, кромочную снимаем, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, кромочная. Четвертый изнаночный ряд, петли и накиды провязываем изнаночными. Пятый ряд, кромочную снимаем, лицевая, далее 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, накид, лицевая, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, накид, лицевая, накид,
2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, кромочная, 6-й изнаночный ряд, петли и накиды провязываем изнаночными, 7-й ряд, кромочную снимаем, далее 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 3 лицевые, накид, лицевая, накид, 3 лицевые. Следующие 3 лицевые петли мы провязываем одной петлей. Для этого снимаем все петли, все 3 петли, а вторую и третью меняем местами. То есть у нас вторая петля получается последняя. Одеваем третью петлю и затем первую петлю. И вывязываем одну лицевую петлю. Далее 3 лицевые, накид, лицевая, накид, 3 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, кромочная, 8-й изнаночный ряд, петли накиды провязываем изнаночными, 9-й ряд, кромочную снимаем, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 5 лицевых, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 5 лицевых, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, кромочная. 10-й ряд, все петли и накиды провязываем изнаночными. 11-й ряд, кромочную снимаем, лицевая, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, накид, лицевая, кромочная. 12-й изнаночный ряд, все петли и накиды провязываем изнаночными. 13-й ряд, кромочную снимаем, лицевая, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, накид, лицевая, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая,
2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, накид, лицевая и кромочная. 14 изнаночный ряд, все петли и накиды провязываем изнаночными. 15 ряд, кромочную снимаем, лицевая, накид, 3 лицевые, следующие 3 лицевые провязываем 1 петлей, меняем местами 2-ю, 3-ю петлю и вывязываем 1 лицевую, 3 лицевые, накид, лицевая, накид, 3 лицевые, следующие 3 вместе лицевой, также меняем местами 2-ю, 3-ю петлю и вывязываем 1 лицевую петлю, 3 лицевые, накид, лицевая, кромочная. 16 изнаночный ряд, все петли и накиды провязываем изнаночными. Ну вот мы связали 2 раппорта, высоту 16 рядов у нас получилось. Получается вот такие красивые ромбики, колосочки, может быть, даже красиво получается. И в этом цвете он очень красиво смотрится. Ну и с изнаночной стороны тоже все аккуратненько, красивенько. Кто не подписался на канал, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы первыми узнавать новости нашего канала. Я желаю вам хорошего настроения, ровных петелек и до скорых встреч!